В сегодняшнем видео вы узнаете, как выглядела самая огромная рыба за всю историю Земли, каким образом живой плавающий танк за считанные миллисекунды всасывал в себя добычу, и как крупнейшая акула в истории охотилась на китов. Стало интересно? Тогда погружаемся! Литихтис. Впервые мир узнал о существовании этого гиганта в 1889 году, когда собирателем окаменелостей Артуром Литцем были найдены его останки. На их основании можно смело сказать, что это была просто огромная рыба, достигающая длины 16,5 метров. Таким образом, его можно считать самой огромной костной рыбой в истории. А жила она около 160 миллионов лет назад в тропических европейских морях. Но именно ее огромные размеры и костное строение тела, которые не давали ей быстро передвигаться в воде, помешали ей стать активным хищником наряду с мегалодоном. Поэтому гиганту приходилось лакомиться обычным планктоном. А еще неподвижность делала их легкой добычей для других более шустрых, но куда более маленьких хищников. Даже мелкому морскому ящеру не составляло особого труда вырвать из рыбы кусок мяса. Но они были настолько живучими, что могло пройти несколько дней до их смерти, тем временем как хищники съедали их еще живыми. Рыбку жалко. Большинство останков Литихтиса состоят из фрагментов костей и жабер, что мешает ученым более точно рассчитать его размеры, поэтому, кто знает, может, эта рыбонька была еще больше. Дунклястей. Это был один из крупнейших морских хищников своего времени. А было это время примерно 415 миллионов лет назад. Из-за того, что на сегодняшний день найдены только их окаменевшие головы, определить их точные размеры довольно трудно. Но многие специалисты сходятся во мнении, что их длина была около 7 метров, а масса не меньше тонны. Передняя часть его тела была покрыта толстыми пластинами, из-за которых класс получил название пластинокожая. А вот зубов у него не было. Их роль играли две костяные пластины с острыми краями, позволяющие дробить даже твердые панцири. А сила его укуса была сопоставима с укусом мощного аллигатора. Но его добыче мешало ускользнуть не столько мощная хватка его острых зубов, сколько то, что этот гигант открывал пасть всего лишь за 20 миллисекунд, в результате чего поток воды просто засасывал в него жертву, а тем временем хищник безжалостно рвал ее на части. Вполне возможно, что он был каннибалом, так как на некоторых окаменелостях найдены следы зубов другой особи того же вида. Проводить время он любил на мелководье. Что же касается их размножения, то после оплодотворения самцом самки вынашивали малышей в примитивной, но матке, после чего они появлялись на свет прямо в воде. Геликоприон. Это древнее создание прославилось не столько своими габаритами, сколько весьма странным элементом выступающей нижней челюсти. Его необычная так называемая зубная спираль стала одной из самых загадочных окаменелостей пермского периода. Притом длина этой спирали варьировалась от 25 до 90 сантиметров, а это значит, что длина ее владельца могла достигать 12 метров. Скорее всего, она помогала ему расправляться с телом мягкотелой добычи. К сожалению, причудливая спираль – это почти все, что от него осталось, поэтому строение тела геликоприона доподлинно неизвестно. Может быть, он доставал этой спиралью моллюсков со дна, может быть, отрывал рыбам плавники, может, он питался рыбой и креветками, а может, эта спираль и вовсе находилась в его глотке. Может быть, а может и нет. Также, скорее всего, у него имелись спиной и грудные плавники. К сожалению, только в том месте, где были впервые найдены его останки, в городе Красноумске Свердловской области, решили отдать честь этой гигантской древней рыбешке и поставили отлитый из металла памятник возле реки Уфа. Бедная рыба, за что природа ей засунула в рот этот диск от болгарки? Леоплевродон. А это, дамы и господа, не рыба, но и не крокодил. Это был плавающий динозавр с 4 мощными ластами по бокам и коротким хвостом, а голова у него была крупная и со множеством зубов, что делало его агрессивным хищником. Обитал он на нашей планете примерно 160 миллионов лет назад. Его останки были найдены в 1873 году. Согласно им, по габаритам он достигал 7 метров в длину и весил более тонны. В отличие от предыдущих водных монстров, его скелет удалось собрать полностью. Он был прекрасным пловцом, ведь обладал отличными скоростью и подвижностью, что также делало его профессионалом в охоте. Взмахивая поочередно передними и задними парами ластов, Леоплевродон добивался лучшей маневренности,
а взмахивая ими одновременно большой скорости. Исследования черепа показали, что плавающий динозаврик, вероятно, мог улавливать запахи в воде своими ноздрями. При этом они не служили ему для дыхания. Просто при плавании вода попадала во внутренние ноздри и выходила через наружные, а затем поток воды просто проходил через специальный орган. Таким образом, леоплевродон как бы нюхал воду, а вот при всплытии он уже дышал через рот. Имея такие инструменты, они были прекрасными охотниками и предпочитали охотиться на крупные жертвы. Да что уж там, они нападали даже на больших криптоклидов, о которых я расскажу немного позже. А за его описание спасибо останкам, найденным в Англии, Франции и Германии. Ведь благодаря им мы имеем примерное представление об этих плавающих динозаврах. Криптоклид. Это была не рыба, однако она представляла собой 4-метровую морскую рептилию, которая 164 миллиона лет назад охотилась на косяки рыб и моллюсков. В этом ему помогала пасть, усеянная длинными цепкими зубами и очень гибкая шея. Ее гибкость позволяла ему постоянно охотиться на целые косяки рыб. Вся эта информация была получена благодаря полностью собранному скелету. Если бы они дожили до сегодняшних дней, то, вполне возможно, могли бы иметь гражданство Англии и Франции, так как именно там найдены их останки. У него, так же, как и у предыдущего героя нашего видео, было хорошее обоняние. Также предполагается, что свое потомство они продолжали путем откладывания яиц на суше. Однако их анатомия говорит о том, что они были почти не приспособлены к ней, так что они вполне могли быть живородящими, то есть их малыши рождались прямо в воде. Мелвиллов Левиафан. Неудивительно, что у него такое мистическое название, ведь в его существование 10 миллионов лет назад трудно поверить. Об этом невероятном гигантском хищнике и зубастом предке кашалотов стало известно лишь в 2008 году. Судя по длинным 36-сантиметровым зубам, длина этого гиганта могла составлять аж 17,5 метров. Чтоб вы понимали, длина зуба того же мегалодона составляет максимум 19 сантиметров. И, судя по всему, Мелвиллов Левиафан мог охотиться даже на других китов. Также существует теория о том, что он был серьезным противником мегалодона. Увы, его вымиранию поспособствовали резкое изменение климата и сокращение источника пищи. Но, по словам профессора Джимми Ройлер, это был хищник, охотившийся на поверхности, а таких в любой период времени было очень мало. Шанс, что туша окаменеет, тоже очень мал, но вероятность того, что она будет найдена, еще меньше. На сегодняшний день найден только частично сохранившийся череп с зубами и нижней челюстью. Его типовой экземпляр можно увидеть в Национальном музее города Лима в Перу. Если что, в научной литературе этого кашалота-гиганта также иногда называют левиатаном Мелвилла или просто левиатаном. Мегалодон. Ой, как неожиданно, что мы заговорили про этого гиганта. Напоследок я оставила самого обожаемого и впечатляющего предка страшных и кровожадных акул, какими их видят люди. Но очень часто при упоминании мегалодона люди представляют себе зубастую машину для убийств длиной чуть ли не с подводную лодку. Но на самом деле он был размером со среднего кита, то бишь около 16 метров в длину и весом в 47 тонн. Был он распространен почти по всему земному шару и обитал на нашей планете примерно 3 миллиона лет назад. И представления о нем довольно точны, так как палеонтологам удалось найти большое количество его зубов и позвонков. Самый огромный зуб и вовсе достигал длины 19 сантиметров. Но куда делись другие кости? Да их просто почти не было. Ведь кости у акул есть только в черепе, позвоночнике, плавниках и плавательном мешке, а остальное тело состоит в основном из хрящевой ткани, которая делает их тело ловким и гибким, что очень помогает в охоте. Охотились они на примитивных мелких китов, обитающих в мелководных и теплых морях. Но их размеры, опять же, сыграли с ними злую шутку и не давали им стать очень активными хищниками. Но почему этого гигантского малыша-переростка не стало? В Плеоцене, а это примерно 5 миллионов лет назад, при похолодании климата ледники как бы связали огромные водные массы в морях, в которых они обитали. Океанские течения тоже тем временем изменились, и океаны стали холоднее. Китам, на которых охотились акулы, удалось выжить, укрывшись в богатых планктоном холодных водах. Но для мегалодонов это оказалось смертным приговором. Кстати, его предполагаемые потомки, белая, гигантская или песчаная акулы, до сих пор бороздят просторы Мирового океана.
Но ученые до конца так и не определились, предкам конкретно какого из этих зубастиков является мегалодон. Что ж, думаю, нам с вами повезло не встретить в наше время гигантский плавающий засасывающий танк, огромную акулу-переростка и многих других древних царей Мирового океана. Лично я этим вполне довольна. А вы хотели бы встретить их в наше время? Ну а на этом у меня пока все. Благодарю вас за просмотр и до связи в следующих видео.